На фоне резкого роста напряженности на Ближнем Востоке Иран дал согласие на возобновление диалога с Соединенными Штатами по ядерной программе. Как сообщает агентство Фарс, президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность Тегерана к новому раунду переговоров при условии, что обсуждение будет ограничено исключительно ядерным досье и пройдет без взаимных угроз и давления. Решение фактически возобновляет переговорный процесс, замороженный после 6-го раунда встреч, отложенного еще в июне 2025 года на фоне эскалации и ударов по иранским объектам. По данным Axios, после посредничества Турции, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи может встретиться в Стамбуле со специальным посланником США Стивом Уиткофом. При этом источники подчеркивают, что окончательное решение о визите еще не утверждено, поскольку МИД Ирана ожидает согласования со стороны Высшего совета национальной безопасности. Тегеран также заранее обозначил красные линии. Любые переговоры будут касаться исключительно ядерной программы, тогда как вопросы баллистических ракет, регионального влияния или поддержки союзных группировок, включая Хезболлу, обсуждению не подлежат. Информационный фон вокруг возможной сделки остается противоречивым. Ряд иранских источников утверждает, что Исламская Республика категорически отказывается передавать обогащенный уран третьим странам. В то же время агентство Reuters сообщает, что Тегеран якобы готов пойти на более широкий компромисс, включая передачу около 400 килограммов обогащенного урана и согласие на нулевой уровень обогащения. В публикациях отмечается, что подобная гибкость может быть связана с тяжелой экономической ситуацией в стране и опасениями иранских властей, что возможные американские удары способны спровоцировать внутренние протесты, создавая для Ирана риск конфронтации одновременно с внешним противником и собственным обществом. Параллельно с дипломатическими сигналами США продолжают усиливать военное присутствие в регионе. По данным издания Итамил Радар, Пентагон направил на Ближний Восток 2 авиационные группы, включающие 6 истребителей 5-го поколения F-35A Lightning II и 6 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18J Growler. Самолеты совершили трансатлантический перелет с промежуточными посадками на Азорских островах и в Испании и, как предполагается, в настоящее время размещены на авиабазе Мувафак в Иордании. Одновременно Центральное командование ВС США и его военно-морской компонент NAVCENT сообщили о проведении совместных морских учений в Красном море. Эсминец ВМС США класса Arleigh Burke USS Delbert D. Black, ранее зашедший в израильский порт Эйлот, отработал взаимодействие с корветом ВМС Израиля класса Саар 5 INS Eilot. На этом фоне фиксируется высокая концентрация военно-морских сил в акватории Ближнего Востока, включая авианосную ударную группу, несколько океанских эсминцев, корабли прибрежной зоны, подводные лодки и суда обеспечения. Совокупный боезапас крылатых ракет морского базирования оценивается в несколько сотен единиц, что обеспечивает значительный потенциал для нанесения массированных ударов по удаленным целям. Военно-морские силы Ирана на этом фоне выглядят менее масштабно и опираются преимущественно на асимметричную модель. Основу их возможностей составляют быстроходные ракетные катера, малые подводные лодки, элементы москитного флота и береговые противокорабельные комплексы. Отдельную роль играют переоборудованные крупнотоннажные суда, адаптированные под военные задачи и способные нести беспилотники, вертолеты, средства ПВО и ракетное вооружение, что расширяет потенциал Ирана по демонстрации присутствия и сдерживанию в прибрежной зоне. Израиль со своей стороны также демонстрирует повышенную степень военной и политической готовности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая в Кнессете, заявил, что руководство страны внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг Ирана и готовится ко всем возможным сценариям, включая резкое обострение.
По его словам, израильские структуры безопасности находятся в состоянии повышенной готовности и поддерживают постоянную координацию с американскими партнерами. Радио армии обороны Израиля сообщает, что в израильском военном и политическом истеблишменте исходит из высокой вероятности санкционирования удара по Ирану со стороны президента США Дональда Трампа, однако отмечает, что соответствующее решение могло быть отложено до завершения полного развертывания американских сил в регионе. В то же время подчеркивается, что Израиль не исключает самостоятельных действий в случае, если переговорный процесс зайдет в тупик или будет воспринят как попытка Ирана выиграть время для укрепления своих позиций. На этом фоне в израильских СМИ и экспертной среде все чаще обсуждается сценарий, при котором дипломатическое окно возможностей может оказаться краткосрочным. В Иерусалиме опасаются, что затягивание переговоров без жестких гарантий со стороны Тегерана создает угрозу для регионального баланса сил, что усиливает давление на израильское руководство с требованием сохранить за собой свободу военного маневра. На этом фоне спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, по данным Reuters, прибудет в Израиль во вторник 3 февраля, где проведет встречи с премьер-министром Нетаньяху и руководством Цахала. В числе тем заявлены ситуация в Газе, региональная напряженность вокруг Ирана и гуманитарные вопросы. После визита в Израиль Уиткофф направится в Абу-Даби, где запланированы переговоры по российско-украинской тематике. Встреча с иранской стороной на данном этапе официально не назначена, однако контакты по этому вопросу продолжаются. Дополнительным фактором давления на Тегеран стало обострение отношений с Европейским Союзом. Послы всех стран ЕС, имеющих дипломатические миссии в Иране, были вызваны в Министерство иностранных дел, где им в письменной форме был передан протест в связи с обсуждениями в Брюсселе статуса Корпуса стражей Исламской революции. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что этот шаг является лишь минимальной мерой и что власти рассматривают другие ответные действия. Иран расценивает возможное признание КСИР террористической организацией как стратегическую ошибку и прямую атаку на официальный государственный военный институт. Несмотря на противоречивую информацию в СМИ, внутри Ирана подчеркивают, что вопрос передачи обогащенного урана третьим странам не стоит на повестке. Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Багери Кани прямо заявил, что Тегеран не намерен передавать уран другим государствам и что переговоры вообще не будут касаться этого вопроса. Эксперты и бывшие дипломаты предупреждают, что прямое военное вмешательство США в Иран может привести к масштабной региональной войне с непредсказуемыми последствиями, включая удары по Израилю и американским базам в странах Персидского залива, а также косвенное вовлечение сопредельных регионов. Особое внимание уделяется риску усиления этнической напряженности внутри Ирана, последствия которой могут косвенно затронуть соседние страны, включая Турцию и Азербайджан. На этом фоне в Баку уже публично обсуждают возможные последствия эскалации. Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафаев заявил, что происходящие в Иране процессы могут создавать риски для национальной безопасности Азербайджана и что общество следует заранее готовить к возможным сценариям, включая гуманитарные вызовы и потенциальные потоки беженцев. В целом складывается впечатление, что дипломатия и силовой сценарий развиваются параллельно, не исключая, а дополняя друг друга. Вашингтон демонстрирует готовность к переговорам, одновременно создавая условия для быстрого военного реагирования, тогда как Тегеран стремится выиграть время, балансируя между экономическим давлением, внутренней стабильностью и рисками прямого столкновения. В этих условиях позиция Израиля остается одним из ключевых факторов неопределенности, способных в любой момент перевести кризис из фазы политического торга в открытую конфронтацию.
Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.